Доброго времени суток, мои хорошие, мои дорогие. Хочу сказать, что общение через схемы, которыми я делюсь на желтом листочке, зашли. Я благодарна вам за вашу реакцию. Я благодарна за любые комментарии поддержки. И еще больше благодарна за комментарии, которые, вступая со мной в спор, предлагали мои слушатели и зрители. Так вот, сегодня хочу рассказать о элементарной схеме, и опять-таки хочу подчеркнуть, я не претендую на истину в первом лице, я не настаиваю на том, что то, что я транслирую, является непоколебимым каким-то сведением, поэтому в качестве развлечения, а может быть просто для тех, кому нравится пополняться и знать мнение других, чтобы просто попробовать доказать и преподнести свою точку зрения. Итак, я о той схеме, которая дает возможность нам скорого пополнения. И это не какая-либо практика, это быт, это жизнь, это ситуация, в которой мы живем, пребываем, и она окружает нас всегда. Дело в том, что когда мы сравниваем себя с кем-то или с чем-то, мы, образно говоря, проделываем огромную брешь в своей ауре или в своем куполе защиты, и наша энергия просто фонтанирует в никуда, и мы теряем силы, не понимая и не осознавая и не анализируя это. Так вот, я предлагаю эту схему, которая дает возможность нам, просто пребывая в социуме, пребывая в определенных жизненных условиях, которые нас окружают ежесекундно, да, пополняться и получать достойное осознание себя в этом осмыслении. Итак, есть моменты, которые окружают нас, и мы в этом окружении не можем не реагировать. То есть есть какие-то вещи, которые нам нравятся, есть те, которые нам неприятны, даже порой противны, и мы как-то хотим отдалиться от этого. Это касается отношений с моментами, ситуациями, да, в жизни. Это касается межличностных отношений, всего того, что нас окружает. Итак, когда мы заявляем, допустим, фразу «мне нравится», «это хорошо», да, то здесь получается ни в коем случае не сравнение, а выявление своего состояния, своего отношения ко всему тому, что мы видим, с чем мы сталкиваемся. В этот момент получается естественная подпитка, и мы наполняемся энергией. То есть, опять-таки повторю, мы не сравниваем себя с кем-то, с какими-то условиями, с какими-то взаимодействием, да, проявлением или непроявлением. Мы просто заявляем, что это хорошо, и мне это нравится. Тем самым мы открываем шлюз для пополнения нас энергией. Что происходит, если мы сталкиваемся с какой-то негативной историей, если мы сталкиваемся с человеком, который нам неприятен, а может быть даже противен? Это может быть сосед, это может быть начальствующий, это, кстати, может быть кто-то из родственников или приближенных, да, с которыми мы просто обязаны общаться, и у нас есть определенные обязательства, об этом по-другому, в другой раз поговорим. Но смысл в чем? Что когда нам неприятно, мы не говорим, что он или она, да, допустим, там идиот, козел или дура, или там какие-то еще другие термины, да, которые в нашем понимании характеризуют эту ситуацию. То есть мы сравниваем себя с кем-то и, вопреки нашему вниманию, да, выявляем какой-то вердикт. То в этот момент мы просто огромным количеством начинаем фонтанировать энергией в никуда. Чаще всего это энергия конфликта, либо сдержанного конфликта, и мы теряем силу. Бывает так, что просто присутствие рядом с людьми, которые нам неприятны, токсичны, мы просто теряем силу и не всегда даже осознаем, с чем это связано. Кстати, насчет скандала, насчет ссор. Очень часто бывает так, что ссора давно уже закончилась, и причину ссоры человек забывает. А вот те термины, которые или выходки, или какие-то всплески, которые происходили в момент ссоры, да, они остаются той самой обидой, которая залипает в нас, и
в лучшем случае она будет томиться какое-то время до момента всплеска, да, момента, где можно излить эту эмоцию и отпустить. А может просто засеять на нас какой-то сгусток энергии, куда не будет поступать живительная сила, да, и осесть болезнью. Так вот, мы теряем силу, теряем энергию, а можем еще и наградить какой-то неизлечимый или томительный, или приобретенный какой-то болезнью, которая вполне возможно будет передаваться по роду. Итак, когда получается, что мы говорим о том, что хотим получать. Допустим, вот есть подружка или друг, да, у которого там новая тачка или шикарный дом, или новая подружка прекрасная, если это парень, если это друг, то значит, может быть, у нашей подружки, да, и мы говорим «хочу», или «мне бы такого», да, или «мне бы такую бы машину, такой дом, хочу», или «дай». Да, дай мне, или да мне бы вот такое, да, то есть те термины, которые просто априори подразумевает запрос, да, в этот момент. И здесь получается огромный отток энергии. То есть все, что касается «хочу», «а мне бы такого», кстати, «дай нам Бог», прости Господи, сам по себе позыв уже ведет к разрушительному моменту и к обнулению всего того, с чем мы слезно и молитвенно с болью обращаемся, да. Поэтому подумайте над этим, может быть, перефразировать свое обращение, а может быть, просто эмоционально составлять эти обращения и не давать особой нагрузки на слова, которые мы используем. Да? И когда мы говорим, что нам не нравится, что мы не хотим и не желаем, чтобы проявлялось в нашей жизни, мы просто заявляем, мне это не нравится, эта ситуация или этот момент, или этот человек, да, или отношение к чему-то. То есть мы заявляем, не сравнивая, не примиряемся к этому всего, да, мы просто говорим, что мне это не нравится, мне это не нравится. В этот момент мы не примиряем себя, мы не осуждаем, мы не пытаемся выстраивать свое отношение, превознося себя, потому что в любом сравнении, уверяю вас, как бы не достойно или там венценосно вы себя ощущали, есть какие-то моменты, когда вы в чем-то будете уступать. Так вот, самое опасное в этой истории – это сравнивать себя с кем-то, заявляя о том, что мне это не нравится или со мной так больше нельзя, да. Это вообще шикарная волшебная фраза, которая может обнулить даже серьезные проблемы и скандалы, конфликтные ситуации. Да, когда мы это заявляем, что со мной так нельзя, это не для меня, это не мой сценарий, да, когда навязывают то, что ты делать внутри не хочешь, и все противится, получается так, что обязан кому-то сделать, или кто-то ждет, что ты это сделаешь. Тогда ты получаешь ту самую мощную защиту, которая помогает и позволяет себе пополниться силами. Так вот, эта схема проста. Ее не надо запоминать словесно. Ее нужно просто прочувствовать и использовать. Уверяю вас, пребывая в таком состоянии не столь длительный период времени, мы поймем, как это все работает, и, используя это, поймем, что к концу рабочего дня у нас есть, оказывается, силы, что у нас есть еще возможность улыбаться, да, что если нам встречается какая-то зловредная соседка, а может быть, ну, какая-то наша родственница не по крови, да, тещи или свекрови, или еще кто-то из приближенных, с которыми мы просто обязаны общаться, или обязан надевать на себя маску лицемерную, чтобы подыграть или чтобы не обострять конфликт, то в этой ситуации получается, что мы смотрим на это все со стороны и не впитываем в себя негатив, и не тратим силы и в никуда, да, и остаемся не то что в своем резерве, а еще и пополняемся этой энергией. Так вот, я готова услышать любое ваше мнение, я готова принять любое ваше мнение, но все-таки как практик, который имеет на это право, не претендуя на истину в первом лице, просто предлагаю вам попробовать и получить тот самый кайф, который приходит в момент осознания, в момент принятия. Берегите себя.